Всем привет! Сегодня покажу район, который построили на фекалиях. Без преувеличения. Здесь десятилетиями сливали канализацию всей Москвы, а теперь новые микрорайоны. Вопрос только один. Вы бы тут жили? Но самое страшное я покажу вам в конце. Место, где земля буквально дышит прошлым. И это нельзя скрыть даже под слоем бетона, травы. В общем, покажу, что там сейчас. Начало 20 века, Москва растет, канализации нормально нет. И город принимает решение купить огромные земли у купца Некрасова. Поля под фильтрацией. Туда начинают сливать все, канализации, фекалии, промышленные отходы. В общем, технология, знаете, простая и жесткая. Все это просто разливали по полям. Жидкость уходила под землю и считалось, что так она очищается бактериями. И так все это происходило десятилетиями. Представьте, не очистные сооружения, а просто огромная лужа из отходов города. Площадь сотни гектаров. По сути, такая гигантская ванна для московской канализации. И самое важное, это не исчезло, а просто все впиталось в землю. Дальше покажу место, которое напоминает о прошлом этого района. И его нельзя просто засыпать землей. Я не зря пошел прям внутрь района, чтобы показать вам, как тут все устроено. Машины, детские площадки, высотки от 17 до 24, наверное, этажей. На первых этажах, видите, аптеки, кофейни, школы, садики. Дети играют. В общем, такой вот спальный, огромный застроенный район. Сейчас разговаривал с женщиной, она сюда переехала, снимает здесь квартиру трехкомнатную, платит за нее 70 тысяч. 70 тысяч, представляете? А это, на минуточку, окраина города. Для детей здесь все хорошо устроено. Волейбольная площадка, видите. И для маленьких тоже есть песочки полазить, на качельке покататься. Ну, не забываем, что это в любом случае Москва. Зелень высажена. И там, видимо, уже окраина. Сейчас туда дойду, посмотрю. Последний раз я в Некрасовке был лет 9 назад, когда еще станция, по-моему, даже не открылась. Она была сделана, но не запущена. Конечно же, зелени вообще никакой не было. Просто бетон, асфальт и ничего более. Даже людей было минимум. Ну, начало строительства. Конечно, не начало, но в любом случае все было по-другому. Сейчас зелени побольше стало, ну и народу прибавилось. Да, ребят, представьте, я дошел до конца. И сейчас покажу вам Московскую область. То есть я здесь еще нахожусь в Москве, а буквально 3 шага. Все, вот здесь уже Подмосковье. Представляете, за забором люди живут под Москвой. Вот она, граница. И знаете, что за забором? Уже Люберцы, реальное Подмосковье. Посмотрите, какова жизнь в Подмосковье. Реально граница Москвы и Подмосковья. Пройдусь немножко вдоль границы. Возвращаемся к нашей истории. Позже рядом строят поселок для работников. Люди живут прямо здесь, вот среди этих полей очистных. Запах, ил, комары. Это такая вот обычная жизнь. Но это был не район для жизни. Это был, скорее всего, район для обслуживания отходов. Старожилы рассказывают, что в жару здесь стояло такое марево, что глаза слезились. Люберцы, видите, продолжаются. Дорога вот асфальтированная идет. Вернее, не асфальтированная. И туда дальше пошла. Ну а мы с вами пойдем дальше. Здесь, кстати, устойчивый запах такой канализации. Плюс печки, видимо, топят люди. В общем, запах здесь есть. Что касается нашего места, то в 1963 году появляется современная станция аэрации. Поля закрывают, но есть проблема, землю некуда девать. 1997 год, и на месте этих же полей делают полигон ТБО. Миллионы тонн мусора, высота до 35 метров. Это уже почти внутри будущего района. Сначала сюда сливают канализацию, а потом уже сверху засыпают все это дело мусором.
2000-е начинают строить жилые дома, люди покупают квартиры, дешевле рынка где-то на 20-30%. Но есть нюанс. Под их домами десятилетиями канализация, а рядом миллионы тонн мусора. Кстати, вот это поликлиника современная, новая, видите. Тут же, я уже заметил, есть велосипедные дорожки. То есть такой контраст, да? Прошлое и будущее у нас сегодня. Все в одном видео переплетается. Надо сказать, что я редко где видел, чтобы велопаркинг находился около метро. То есть по факту вы приезжаете сюда на велосипеде, паркуете, спускаетесь в метро и поехали на работу, либо по делам. То же самое, аналогично, есть парковки для автомобилей. Приезжайте на своем автомобиле, где-то они, особенно на окраинах расположены, ставите машину и поехали на метро по делам. Кстати, где-то в той стороне стоит мусоросжигательный завод. Вот там у нас метро, церковь, а в той стороне большая территория очистных сооружений. В наше уже время свалку как будто бы прокультивировали, сделали зеленый холм, говорят, даже и дорожки проложили. В общем, парк хотели сделать. Пойдемте посмотрим, как это место выглядит сейчас. Официально все безопасно, но фильтрат может выходить десятилетиями. Кстати, сделал скриншоты, вот что местные жители говорят о своем районе. Запахи есть, репутация никуда не делась. Говно, как говорится, исчезает за год, а последствия живут дольше людей. Посмотрите, здесь даже есть отель. Отель в горах. И вот она, эта огромная гора. По факту я пришел, видите, в начало ее. Вот так она выглядит. Зеленая. Я помню ее еще лысой. Сейчас трава высажена. Интересные факты, что купец Некрасов продал эти земли не просто так. Считается, что тогда уже, в те времена, они были непригодны для сельского хозяйства из-за болотистой местности. И есть версия, что изначально планировали использовать территорию временно, но временно растянулось почти на полвека. Сейчас переговорил с местными, говорят, вот эти штуки, вот раз, два, они, кстати, вот видите, прям по всему периметру идут, и наверху также. Эти штуки как будто бы очищают и выпускают, что ли, газы, которые скапливаются под тоннами мусора. И наверху стоит какой-то аппарат, конечно же. Ну, говорят, что фильтруется все это. Вот такие вот дела. Значит, не зря стоят эти фильтры, вот эти, наверное, насосы. Как назвать, я не знаю, как правильно называется. Значит, не зря. Значит, процесс какой-то все-таки происходит внутри этой горы. Давайте вот масштаб вам. Вот она гора, вот он дом. До какого этажа? Наверное, до этажа 10, может 12 высотой. Некрасовка сегодня это уже, наверное, не свалка, это обычный район Москвы, но с очень необычным фундаментом. Вопрос не в том, можно ли здесь жить, вопрос, наверное, готовы ли вы знать, на чем именно живете. Видите, дети играют здесь, все прям под горой. Ребят, напишите в комментариях, рискнули бы вы купить здесь квартиру из-за низкой цены, или экология для вас важнее всего. Спасибо, что гуляли сегодня вместе со мной. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.
Все, ребят, всем пока.